Представьте, что вам в центр гостиной поставили промышленный электрогенератор. Плохо это или хорошо? Оставить или спрятать? И пока вы представляете себе это и размышляете, я напомню, что я Наталья Шелковская, дизайнер, а вы на канале Шелнат. Так вот, допустим, в вашей гостиной поставили электрогенератор. Он такой, значит, большой, дребезжит, греется, и из него торчат всякие провода. Подойдет вам такое украшение гостиной? Может быть, только для празднования какой-нибудь очередной годовщины робототехнической революции, чтобы поработившие человечество роботы-пылесосы вокруг этого генератора ходили хороводом. Я хочу, чтобы вы немного поломали собственную привычку видеть и узрели этот мир взглядом дизайнера. Потому что холодильники на кухне – это такой же генератор в гостиной. И если вдруг у вас получится увидеть в холодильнике такой же технический прибор, как в генераторе, как в бойлере, как в кондиционере или как в стиральной машинке, то внезапно можно сделать красивый интерьер, попрятав все эти технические штучки в шкафчики и в кухонные гарнитуры. Но многие просто не видят ничего плохого в отдельно стоящих холодильниках. Потому что десятилетия эволюции отшлифовали наше восприятие и сделали отдельно стоящие холодильники привычным интерьерным пейзажем для взора прямоходящих. Поэтому мы едва можем разглядеть, какие одинокие холодильники несимпатичные и как часто они портят интерьеры. Еще есть тайное сообщество любителей вместительных холодильников. И члены этого сообщества требуют всегда огромных площадей хранения и утверждают, что встроенный холодильник всегда меньше обычного. Но для вас, для тех, кто так утверждает, у нас, у дизайнеров, есть прекрасное решение. Встроенный холодильник, но во всю высоту, плюс морозильная камера под столешницей. И тогда места получается даже больше, чем в отдельно стоящем пузатом холодильнике. Встроенные холодильники, кстати, могут быть разных конфигураций, и вместо большого шкафа почти до потолка могут просто размазаться под столешницей, например, на 2, 3, 4 секции, и подарить вам настоящую мечту. Кухню без верхних шкафчиков, где выше столешницы только открытые полки с посудой или картинами. Исключение, подтверждающее правило, есть, конечно, арт-холодильники, например, популярный в Европе Смек, или Big Chill в США, которые дополняют образ ретро-интерьеров 60-х, 70-х годов, что, конечно, сейчас очень в тренде. Вот такие холодильники надо, наоборот, ставить в центр кухни, чтобы они торчали и бросались в глаза своими яркими и необычными цветами. Ведь это концепт. И помните, обклейка холодильника стикерами с цветами и кошечками строго преследуется интерьерным законодательством. При этом я говорю об интерьере кухни в ее национально-культурном контексте. У нас же как? Жена, конечно, в первую очередь мужа просит о дорогой шубе, но во вторую очередь она всегда попросит о красивой кухне. Потому что у нас кухня – это будуар женщины. Это ее кабинет, это ее территория. Это, вот, мужчины, вы должны понять, это как ваш гараж. Только кухню хочет женщина видеть красивой, а не технической. Ну, большинство наших женщин. Теперь, когда мы немного приоткрыли глаза и сняли вот этот вот фильтр, двигаемся дальше. Кондиционеры на стенах. В какую комнату их не повесь, об них всегда будешь спотыкаться взглядом. Они могут испортить, конечно, любой интерьер, если их не прятать. Вот несколько способов, как их спрятать. Первый. Идеально, конечно, встроить канальную систему вентиляции и кондиционирования в архитектуру интерьера, но это не везде возможно. Технически не всегда позволяет высота потолков, финансы и много каких-то других нюансов, поэтому давайте мы с вами говорим сейчас только о сплит-системах. Второе, мой любимый способ – это повесить черный кондиционер на черное зеркало или черное оргстекло. Тогда кондиционер как бы растворится на этом черном фоне и будет вести себя гораздо скромнее. Но черные кондиционеры всегда дороже белых. Я не до конца понимаю, что это за дискриминация, но она есть. В основном все себе покупают белые кондиционеры, поэтому давайте исходить из этого. А на цветных стенах белые кондиционеры всегда смотрятся как прибитая стиральная машинка к стене в гостиной над диваном.
Поэтому лайфхак номер 3. Кондиционер можно покрасить в цвет стены, и это, кстати, очень просто. Это же пластик, и он покрывается грунтом типа отекстикурилы, а сверху уже наносится краска в цвет стен. Краску вы при этом используете точно такую же, как и на стены или на потолок. Я, кстати, понимаю, что сейчас 30% аудитории, которые смотрят этот видеоролик, перепугались и всполошились и думают: боже, как же это так, красить кондиционер? Это же такой кошмар. Нет, ничего в этом страшного нету. И если вас это пугает, это только потому, что вы просто не занимались всеми этими интерьерными экспериментами. Но у моих коллег вот такие вот операции заканчивались позитивным результатом вообще всегда. Поэтому это, можно так сказать, даже надежный способ что-то изменить в своем интерьере. Не бойтесь. И последний лайфхак для любителей встраиваемой мебели. Кондиционеры можно встроить в корпусную мебель и прикрыть их жалюзийными фасадами или фасадами со щелями. Стиральные и сушильные машинки тоже лучше прятать, но на эту тему я думаю записать отдельное видео, потому что там очень много нюансов. Хотите такое видео? Ответ я принимаю в лайках. Ставьте пальчик вверх, если да. Подписывайтесь на канал, если нет. И включайте колокольчик, если вам все равно. Ну и напишите в комментариях, открылся ли у вас третий дизайнерский глаз на технические приборы в интерьере. Мне очень интересно, получилось ли у меня расширить ваше видение. А если вы хотите разбираться в стилях и научиться менять пространство с помощью декора, то записывайтесь на мой курс по декору, ссылка будет в описании к видео. До новых встреч, всем дизайн!